Всем привет! Сегодня я предлагаю вам связать со мной вот такие пинеточки, как их называют, мокасины, моксы, еще как-то называют. Это меня попросила связать одна моя подписчица. Вот я выполняю эту просьбу. Мне самой тоже они понравились очень, потому что модель очень простая, вяжется просто, совершенно ничего лишнего, свяжет, мне кажется, любой начинающий даже, и вяжется, ну, очень быстро. Буквально, не знаю, там максимум 2 часа, и уже пинеточки полностью будут готовы. Может, даже меньше, кому как. Я вязала их из пряжи Alize Superlana Classic. Это 280 метров в 100 граммах. 75% акрил, 25% шерсть. И верх пинеточек тоже из этой же пряжи Superlana Classic. Номер 20 колор. Этот беленький 55, насколько я знаю, да, 55. Крючком вязала 2,5 миллиметра. Также понадобится маркер, там для обозначения начала ряда, ножнички и хорошее настроение. Всем, у кого появится желание связать такие пинеточки, приступим. Вяжем подошву. Нам нужно набрать 20 воздушных петель. Но первую петлю я уже рассказывала, когда я вязала пинетки-кедики, я рассказывала, что первую петлю я набираю всегда скользящую петлю, чтобы когда мы в нее будем набирать 6 столбиков, чтобы не было потом дырочки. И когда в кедиках я это показала, потом мне в комментариях написали, попросили показать помедленнее, как я эту первую петлю провязываю. Вот показываю. Короткий кончик кладу на указательный палец, проворачиваю, вот так вот заворачиваю вокруг. И внутри этого колечка вытягиваю рабочую ниточку. Все, вот это вот у меня первая петля. И я ее пока не затягиваю. И дальше продолжаю набирать уже вот так. Это вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. 6, 19 и 20 петель. Вот вместе с вот этим вот колечком всего у меня 20 петель. Теперь в третью воздушную петлю, не считая петлю на крючке, отсчитываем 3 петли, 1, 2, 3, и в четвертую петлю делаем накид и провязываем столбик с одним накидом. И так дальше в каждую петлю провязываем по одному столбику с накидом. Всего нужно провязать 16 столбиков до вот этого колечка. 2, 3, 4, 16. Все, провязали 16 столбиков с одним накидом. Затем теперь вот в это колечко провязываем 6 столбиков тоже с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь за свободный конец ниточки подтягиваем это колечко. Все. Теперь вот так вот поверху прокладываем эту ниточку, будем ее прятать под петли. Теперь по второй стороне цепочки, напротив вот этих столбиков, также провязываем столбики с одним накидом. Всего нам нужно по этой стороне провязать 15 столбиков. 1, 2, 3 и 15 столбик провязываем.
15. Затем в последнюю петельку, вот сюда вот, делаем накид и в последнюю петлю провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Затем в начале вот здесь вот у нас оставалось 3 воздушные петли цепочки, и вот в эту в третью воздушную петлю провязываем соединительный столбик. Все, ряд соединили. Второй ряд провязываем 3 воздушные петли подъема. Затем, начиная со следующего столбика, провязываем 16 столбиков с одним накидом над столбиками предыдущего ряда. У нас также было 16, и провязываем 16 столбиков. Все, 16 столбиков я провязала. Теперь вот здесь, где мы делали 6 петель в одну скользящую петлю, над каждой петлей нужно провязать 2 столбика с одним накидом. Провязываем в первую 2 столбика, 1 и сюда же второй. Во вторую петлю 2 столбика, в третью 2 столбика, четвертую, пятую, и в шестую петлю тоже 2 столбика. Все. Затем по этой стороне цепочки теперь провязываем, вернее по этой стороне подошвы, провязываем также 15 столбиков, как и в предыдущем ряду. Над каждым столбиком по одному столбику. И 15 столбик. Затем вот здесь мы провязывали 5 петель в одну петельку, и тоже также делаем 5 прибавок, в каждую петлю по 2 столбика. В первую 2 столбика, во вторую 2 столбика, третью 2 столбика, четвертую и в пятую 2 столбика с одним накидом. Затем вот здесь у нас были 3 воздушные петли в начале ряда, которые мы делали. В основании этих 3 воздушных петель провязываем 1 столбик с одним накидом. Вот так вот. И в третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик. Все, второй ряд провязан. Вяжем третий ряд подошвы. Делаем 1 воздушную петлю подъема. Затем, начиная со следующей петли, провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем нам нужно провязать 5 полустолбиков с накидом. Делаем накид на крючок, вводим в петлю, выводим ниточку и сразу провязываем все 3 петли на крючке. Провязали полустолбик с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Дальше нужно провязать 6 столбиков с одним накидом. Делаем накид и провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее в закруглении также будем делать прибавки.
Провязываем в первую петлю 2 столбика с одним накидом, прибавку делаем, в следующую петлю 1 столбик, одно прибавление сделали, в следующую петлю опять 2 столбика, в следующую 1 столбик с накидом, 2 раза, опять 2 столбика, в следующую петлю 1, 3 раза, опять прибавка, в следующую петлю столбик, 4 раза, еще 1 раз прибавка, 2 столбика, и в следующую петлю 1 столбик. Все, провязали так 5 раз, и в следующую петлю провязываем еще одну прибавку, 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Они у нас получаются вот в последнее прибавление, которое мы делали 6 прибавок в предыдущем ряду. Вот в эту вот последнюю петельку для прибавок у нас получается еще одна прибавка. Затем провязываем 6 столбиков. Теперь вяжем по этой стороне подошвы в зеркальном отражении, как вязали вот здесь вот. 6 столбиков с одним накидом, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 5 полустолбиков с накидом, 1, 2, 3, 4 и 5. И 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И также на закреплении пяточки будем делать прибавки. В первую петлю прибавка 2 столбика, в следующую 1 столбик без накида. Затем опять прибавка, столбик, 2 раза получилось. Еще раз прибавка, столбик 3 раза и прибавка, столбик 4 раза. У нас остается до конца ряда 1 петля, в нее провязываем прибавку, 2 столбика в одну петлю. И где мы делали первую петлю подъема воздушную, в нее прямо в эту петельку провязываем соединительную петлю. Все, подошва мы связали. Она у нас получилась 11 сантиметров. Далее мы будем вязать бортики. Но для того, чтобы начать вязать бортики, мы сделаем такой подготовительный ряд. 1. Провязываем 1 воздушную петлю подъема. И теперь мы будем вязать соединительные петли, как бы такие, как рельефные, можно так назвать. Берем в эту же петлю воздушную, в которой мы это с обратной стороны продеваем вот так крючок, захватываем рабочую ниточку вот так и протягиваем ее через предыдущую петлю. Это у нас будет первая петля ряда. Я рекомендую поставить туда маркер, потому что дальше мы будем потом вязать по спирали, чтобы не было шва на пинеточке и чтобы мы не потеряли эту петельку. Вот, которую мы сейчас провязали, это первая петля ряда. Затем опять с обратной стороны вот так захватываем петельку крючком, захватываем вот так рабочую ниточку и протягиваем ее через петлю на крючке. Все, опять ниточка вот здесь у нас находится. Опять в следующую петлю под обе же все стенки протягиваем ниточку туда, вытягиваем и протягиваем ее через петлю. У нас будет образовываться вот такой бортик. Когда дальше больше провяжем, там видно будет.
И еще не затягивайте вот эти петли, потому что будет очень сложно потом провязывать первый ряд бортиков. Еще раз покажу. Продеваем крючок, захватываем рабочую ниточку, выводим ее назад и продеваем через вот эту петлю на крючке. И так вяжем до конца ряда. Так, продеваем, протягиваем, продеваем, протягиваем. Всего у нас получится таких петель 66 вместе с вот этой первой петлей. Немножко, конечно, неудобно, но я считаю, вот результат стоит того, чтобы один ряд немножечко как бы помучиться. Потом это даст хороший результат. Будет уже обработанный полностью край пинеточки подошвы, и его уже не нужно будет не обрабатывать, ничего, он будет держать форму бортики. Все, вот так вяжем до конца ряда. Все, вот я провязала соединительными столбиками до конца ряда. Теперь вот здесь у нас, что у нас получилось? Вот такой бортик широкий. Он состоит из косички и обычной петли, тоже с двумя стенками. Мы будем вязать теперь за вот эти вот дальние две стеночки. Косичка у нас остается. И провязывать будем за вот эти вот дальние стеночки. Их видно. Я еще раз напоминаю, что когда будете провязывать соединительные эти столбики, не затягивайте. Наоборот, даже чуть-чуть вот так подвытягивайте ниточку на одном уровне, чтобы они одинаковые были петельки. И тогда будет легко провязывать их. Дальше мы будем вязать по спирали, чтобы не было шва вот здесь вот сбоку на пинеточке. Вот я снимаю маркер. Это будет у нас, где маркер, это будет первая петля ряда. И сразу же начинаю провязывать. Так, видно, затянула ее. Вот. За две стеночки дальние провязываем столбик без накида. И я сразу же в эту первую петлю опять ставлю маркер, чтобы я знала, что это у меня первая петля ряда. И дальше также точно. Вот эта косичка вот здесь спереди остается, а за вот эти вот дальние две стеночки я провязываю столбики без накида. И также точно в этом ряду у нас получится 66 столбиков без накида. Сейчас я вот больше провяжу, и сразу будет видно. Вот я не затягивала, и мне легко провязывать их. Так, вот смотрите, что получается. У нас вот эта вот косичка остается вот здесь вот бортиком, и разворачивается уже наверх вот этот ряд. Вот так вот получается. Вот сразу формируется бортик. И все вот так вот вяжем до конца ряда, каждую петлю по одному столбику без накида. Всего 66 столбиков. Все, вот я провязала до конца первый ряд бортиков, 66 столбиков без накида. И вот уже видно, как у нас бортики поднялись. Все, теперь дальше нам точно так же, уже никаких тоже петель подъема не делаем здесь. Прямо подряд по спирали продолжаем вязать столбики без накида. Всего нам нужно провязать таких рядов 6.
Вот этот ряд мы не считаем, который мы вязали подготовительный ряд столбиков, соединительных столбиков. Начинаем считать ряды с вот этого вот первого ряда, который мы сейчас провязали. Таких рядов должно быть 6. 6 рядов столбиками без накида. Убираем маркер и сразу же начинаем вязать столбики без накида дальше. Первый, затем маркер опять ставлю, чтобы не потерять начало ряда. И дальше продолжаю провязывать в каждую петлю по одному столбику без накида. Все. Первый вот мы провязали, еще 5 рядов, чтобы было 6. Вяжем самостоятельно. Все, я провязала 6 рядов столбиками без накида. Вот такая лодочка получилась. Теперь при вязании по спирали у нас ряд уходит немножко вот так вот в бок. Поэтому мы сейчас провяжем для симметрии, чтобы у нас было все ровненько. Провязываем еще один столбик без накида дополнительно. И в следующую петлю провязываем соединительный столбик. Вот так соединяем. Затем закрепляем одной воздушной петлей петлю, вытягиваем и обрезаем. Все. Теперь берем цвет, который у нас будет вверху пинеточки. У меня это такой изумрудный цвет, камера его совершенно по-другому, к сожалению, передает. Что мы дальше делаем? Складываем вот так пинеточку пополам по вот этой начальной цепочке. И вот здесь у нас как бы образовываются две такие петельки. И одна будет относиться к этой стороне, вторая сюда. И вот начиная с вот этой петли отсчитываем 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И в 14-ю петельку мы начинаем вязать. Продеваем ниточку, делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Они нам заменят первый столбик с одним накидом. Далее вот эту ниточку прокладываем, чтобы спрятать сразу. Начиная со следующей петли провязываем 3 столбика без накида. 1 в следующую петлю, 2 в следующую петлю, 3. Вместе вот с петлями подъема у нас получилось 4 столбика с одним накидом. Далее нам нужно сделать 10 убавок. Что мы делаем? Накид, продеваем крючок в первую петлю, вытаскиваем ниточку, провязываем 2 петли на крючке и не заканчиваем столбик. Еще раз накид, в следующую петлю протягиваем ниточку, провязываем 2 петли, и на крючке у нас получилось 3 петли. Провязываем их вместе одной петлей. Вот это вот у нас получилась одна убавка. И всего нам нужно сделать таких 10 убавок. В первую петлю провязываем не до конца столбик, во вторую петлю не до конца столбик, и затем уже завершаем. Вторая убавка. И так далее. Третья. Четвертая. И так провязываем 10 убавок. Провязали 10 убавок. Далее провязываем ровно 4 столбика с одним накидом. Каждую петлю по одному столбику. Первый столбик, во вторую петлю второй, в третью петлю третий и в четвертую петлю четвертый столбик. Вот у нас получилось в начале ряда 4 столбика, в конце ряда 4 столбика, между ними 10 убавок. Второй ряд убавок. Провязываем 3 воздушные петли подъема, которые заменяют нам один столбик с одним накидом. Разворачиваем вот так вязание на другую сторону.
В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. Вот, получилось у нас как бы 2 столбика. Далее нам нужно сделать вот здесь на закруглении 7 убавок, так же как мы делали в первом ряду. Провязываем в первую петлю незаконченный столбик с накидом, во вторую петлю незаконченный столбик с накидом и провязываем 3 петли на крючке вместе. Первая убавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая убавка. И далее до конца ряда нам нужно провязать еще 2 столбика с одним накидом. Провязываем в столбик предыдущего ряда столбик с одним накидом и еще один столбик в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Так, и еще один ряд убавок, третий ряд. 3 воздушные петли подъема провязываем, разворачиваем вязание. И теперь нам нужно собрать все петли вот здесь вот в одну. Провязываем следующую петлю незаконченный столбик, следующую петлю незаконченный столбик с накидом также. И так всего 10 столбиков будет, не считая вот этого первого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 столбик в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. 10. Вот. У нас на крючке получилось 11 петель. Все их протягиваем, вот так захватываем ниточку и через все эти петли протягиваем. Вот так. И теперь я делаю 2 воздушные петли, одну вот так посильнее, чтобы закрепить, и еще одну для закрепления вот этой петельки. Все, теперь обрезаем, затягиваем хорошо. И вот такой мысок у нас получился. Так, теперь вот так вот берем пинеточку и отсчитываем 19 петель, начиная с первой вот незанятой петли, которую мы еще не провязывали. Вот сюда вот у нас уже есть провязанная петелька, и начиная со следующей мы отсчитываем 19 петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. В 19 петлю берем опять эту же ниточку, протягиваем и провязываем 3 воздушные петли подъема, которые заменят нам первый столбик с одним накидом. Ниточку прокладываем и начинаем со следующей петли провязывать столбики с одним накидом. Вместе с вот этими петлями подъема у нас должно получиться 18 столбиков. Получается, вяжем до вот этого места, вернее, оставляя одну петельку не провязанной. Должно получиться у нас 18 столбиков с одним накидом. 4, 5. Вот я провязала 18 столбиков, у меня осталась одна непровязанная петля. Здесь сделаем сокращение на повороте. Делаем накид на крючок,
продеваем в эту петельку ниточку и провязываем незаконченный столбик с одним накидом. Далее опять делаем накид и в основание вот этого первого столбика тоже провязываем неоконченный столбик с одним накидом. И третий провязываем вот в эту вот, где мы первую начинали с цепочки из воздушных петель, прям в нее провязываем третий неоконченный столбик с одним накидом. У нас 4 петли на крючке, провязываем их одной петлей. Вот такая убавка у нас получилась. Затем вот у нас было 3 ряда убавок. У нас получается, что здесь вот 3 ряда с этой стороны, 3 ряда с этой стороны. Вот в первый ряд мы уже провязали одну петельку. Теперь до середины пинетки нам нужно провязать еще 4 столбика с одним накидом. Прям в эти вот петельки. 1, получается по 2 петли в каждый ряд. 2. Так примерно смотрите, где удобно. 3 и 4. И также с этой стороны тоже нужно провязать вот эту ниточку, спрячем. Тоже 4 столбика с одним накидом. Еще 1. 2. 3. И 4-й столбик. Так. И здесь тоже на повороте также сделаем убавку из 3 столбиков с одним накидом. Делаем накид. Вот в этот последний столбик провязываем незаконченный столбик с одним накидом. Затем в основание вот этой первой петли от мыска в основание прям еще один незаконченный столбик с одним накидом. И в следующую петлю 3-й незаконченный столбик. И все 4 петли на крючке провязываем одной петлей. Такая у нас убавка получилась из 3 столбиков с одним накидом. И далее до конца ряда у нас должно получиться так же, как в начале, 18 столбиков с одним накидом. Вяжем по одному столбику в каждую петлю. Всего 18 столбиков. Все, довязали до конца ряда 18 столбиков с одним накидом и делаем соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю подъема. Так, теперь нам нужно будет связать 2 ряда рельефными столбиками с одним накидом. Для этого я провязываю 3 воздушные петли подъема. Это у меня будет изнаночный рельефный столбик. Затем делаю накид на крючок, обхватываю вот так вот столбик с лицевой стороны крючком. Не вот вверх, не сверху петельку, как вот мы провязываем, когда обычно петлю, а прям полностью вот так вот столбик. Вводим крючок и выводим с этой стороны столбика. Вот так захватили крючок. Протягиваем ниточку и провязываем столбик с одним накидом. Вот у нас получился лицевой рельефный столбик. Затем опять накид на крючок. Теперь с обратной стороны следующий столбик захватываем. Вводим крючок, захватываем и выводим с этой стороны. И провязываем столбик с одним накидом. Изнаночный. И так нужно чередовать. Один лицевой, один изнаночный. Теперь опять лицевой столбик. Захватываем вот так петлю. И провязываем столбик с одним накидом. Следующий изнаночный. Лицевой столбик с накидом. Изнаночный. Так, опять лицевой столбик и изнаночный. И так вяжем до конца ряда. Сейчас
дойдем до поворота, я там покажу, как провязать. Так, лицевой. А вот этот столбик, который мы провязывали убавку из 3 столбиков, он у нас получается здесь с этой стороны изнаночным рельефным столбиком. Делаем накид на крючок и захватываем полностью вот так вот эти вот 3 столбика, потому что это у нас одна петля. И провязываем изнаночный рельефный столбик с одним накидом. Все. Дальше опять по рисунку. Доходим до второй стороны сейчас. Провязываем здесь вот 8 столбиков. Так. Это у нас лицевой, потом изнаночный. А с этой стороны вот эти 3 столбика, которые были у нас убавка, здесь у нас лицевой получается по рисунку столбик. Тоже также делаем накид, захватываем все эти 3 столбика, только теперь уже с лицевой стороны, и провязываем лицевой рельефный столбик. И дальше продолжаем все по рисунку. Дальше у нас изнаночный, затем опять лицевой и так далее. И провязываем так до конца ряда. Все, я провязала до конца ряда. У нас получилось здесь 46 рельефных столбиков. Последний столбик у нас получился лицевой, так как мы начинали с 3 воздушных петель, которые нас заменяли изнаночный столбик. И теперь делаем соединительный столбик в 3 воздушную петлю подъема. И еще один ряд свяжем также рельефными столбиками. Над лицевыми столбиками будем вязать лицевые столбики, над изнаночными изнаночные. Здесь уже будет проще, здесь их видно. Так, провязываем 3 воздушные петли подъема, делаем накид и уже захватываем их легко. Уже теперь вот эти вот столбики, они у нас как выпуклые становятся. Лицевой столбик и изнаночный, он уже дальше такой, его видно. И вот также провязываем лицевые над лицевыми столбиками, изнаночные над изнаночными. В этом ряду у нас также получится 46 столбиков рельефных с одним накидом. Вяжем до конца ряда. Все, я довязала до конца ряда. Также делаем соединительный столбик в 3 воздушную петлю подъема. Это у нас был завершающий ряд пинеточки. Закрепляем воздушной петлей последнюю петлю и ниточку обрезаем. Все. Теперь эту ниточку нужно спрятать вот здесь вот в петельке с обратной стороны вязания. Все. Теперь нужно связать еще одну точно такую же пинеточку. Затем свяжем шнурочки. Все, я связала вторую пинеточку. Теперь остается только связать шнурочек. Шнурок можно вязать кому какой нравится. Я свяжу просто воздушными петлями. Обычную воздушную цепочку из воздушных петель. Делаю первую закрепительную петельку и провязываю в нее воздушные петли. Как вот мы вязали, начинали с первой петли. Вяжем обычную цепочку. Я сейчас провяжу и скажу, сколько у меня петелек получилось. Все, вот я связала 2 шнурочка. У меня получился каждый шнурочек по 110 петель. Это где-то 41 сантиметр получилось. Теперь нужно заправить. У меня есть приспособление такое для
Ну, наверное, для резинок там, для шнурочков вставлять. Если нет такого приспособления, можно вставить либо булавочкой, либо вообще просто крючком. И вставляем в последний ряд вот этих вот рельефных столбиков. Вот мы провязали, там очень легко в него вставляется вот так шнурочек. Протягиваем. И так по всей пинеточке. Захватываем только, естественно, лицевые рельефные столбики. Все. За счет вот этого вот такого шнурочка, то, что он в последний ряд продевается, очень удобно он будет на ножке фиксировать ножку малыша как раз именно по размеру. Вот эти вот в конце ниточки можно чуть-чуть оставить хвостик. Отрезаем. И просто я завязываю на бантик обычный. Так. Все, я вставила второй шнурочек. На этом вязание наших пинеточек окончено. Вот такие вот красотули получились. Очень удобно будут сидеть на ножке малыша за счет хорошей фиксации. Вяжутся очень легко, ничего сложного. Это как базовая модель, можно уже украшать там как-нибудь по своему желанию. Можно сюда какие-нибудь бусинки повесить, особенно если это, например, для девочки будет вязаться. Там для мальчика можно какие-нибудь деревянные бусинки. Можно сюда что-нибудь, какую-нибудь пуговку пришить или приклеить что-то. Ну, вот так вот. Спасибо огромное всем, кто вязал вместе со мной. Напоминаю также, не забывайте присылать фото ваших пинеточек. Буду очень рада видеть их. Все. Всем спасибо еще раз и пока. До следующих встреч.